Вот это замечательные бараньи ребрышки. Вы можете взять курятину, можете взять свиные ребрышки, можете взять говядину обычными мелкими ломтиками. Но у меня бараньи ребрышки.
Бараньи ребрышки, которые с луком да с курдючком может приготовить любой, у кого есть мои кулинарные книги. Однако с луком это очень просто. Я хочу вам сегодня показать, как приготовить бараньи ребрышки с апельсинами. Поверхность бараньих ребрышек покрыта жирком. Прекрасно. Через каждые 3 миллиметра вот такие полосочки. А потом крест-накрест. И получится очень хорошо. Вот теперь, после того, как сделаны рассечки, разрезаем ребрышки по одной штучке. Ребрышки необходимо посолить, поперчить и присыпать крахмалом, да так, чтобы крахмал прилип. Лучше всего брать кукурузный крахмал. На вкус это практически не влияет, но вот на внешний вид готовых ребрышек повлияет еще как. Перемешивайте пальцами. Чистые руки – самый лучший инструмент у повара. А теперь внимание! Большой секрет. Если вы хотите, чтобы ребрышки получились хрустящими, их сначала надо подморозить 45 минут в морозильнике и только потом жарим ребрышки. Ну а теперь займемся апельсинами. Сначала с апельсинов надо снять цедру. Старайтесь как можно меньше захватывать вот этого белой кожуры. Белая кожура горчит. Цедра имеет приятный аромат. Цедру нарезаем узкими полосиками. Вот, может быть, даже потоньше, чем мы режем морковку на плов. Цедра тоже может горчить, и для того, чтобы этого не происходило, ее надо залить кипятком. Пусть постоит, горечь сойдет, а аромата останется более чем достаточно. Теперь надо подумать об апельсиновом соке. Ну, бывают такие, знаете, прессы, очень удобные для выжимания апельсинового сока. А у меня соковыжималка другой конструкции. И чтобы она не выжила горечь из самой кожуры, я эту кожуру просто срежу ножом. Разумеется, меня могут спросить, а нельзя ли взять обычный апельсиновый сок из пачки, продают во всех магазинах. Нет, в данном случае лучше так не поступайте. Только что выжатый апельсиновый сок имеет совсем другой вкус и аромат. Кажется, вот этого сока для сегодняшнего блюда мне достаточно. Ну а сок из остальных апельсинов — это же чистый витамин, это так полезно. Еще надо будет натереть на терке вот такой кусочек имбиря и выдавить 3-4 зубчика чеснока. С имбиря, чеснока и зеленого перчика начинается зажарка во многих восточных блюдах. В апельсиновый сок необходимо добавить немного соли, примерно пол чайной ложки будет достаточно, 2-3 чайные ложки сахара. Это обязательно, поверьте мне, апельсиновый сок, он достаточно кисленький, да ведь мы же его еще и подкислим. Подкислим обычной томатной пастой, примерно вот столько. Соевый соус. Две чайные ложки кунжутного масла и еще немного крахмала. Здесь уже был крахмал, который остался после ребрышек. Ну, пожалуй, что еще 1 чайная ложка не помешает. Все тщательно размешать, слить воду с апельсиновой цедры, и можно начинать готовить. Для того, чтобы правильно пожарить эти кусочки мяса, понадобится довольно много масла. Но не беспокойтесь, я никого не заставляю допивать все это масло. Просто мясо должно жариться во фритюре. Не надо, чтобы мясо совсем замерзало, оно просто должно стать слегка твердым. Ну, минус 4 градуса, вот так примерно. В стандартном морозильнике 45 минут и все, мясо готово. А жарить необходимо при температуре
около 170 градусов. Это оптимальная температура для того, чтобы получить золотистого цвета ребрышки. Апельсин какой? Оранжевый, золотистый. Точно такими же должны и ребрышки получиться. Не надо закладывать все ребрышки одним разом. Обжаривайте их частями, и они получатся золотистыми, ровно такими, как надо. Это слишком много масла. Лишнее масло, но не все, а только лишнее. Сольем, оставим вот столько, чуть-чуть, на донышке. А это масло, после того, как оно остынет, после того, как оно осядет, можно будет использовать еще раз для аналогичных блюд. Например, чебуреки можно пожарить. Закладываем всю цедру. Ух, какой яркий запах апельсинов! Следом чеснок и перчик, и, конечно, имбирь. Как только пошел хороший запах от имбиря, от чеснока, от перчика, перемешайте все то, что мы заготовили для соуса, и вливайте. Как только соус начал закипать, он густеет. И вот в этот момент верните все ребрышки. Пусть соус густеет уже непосредственно на ребрышках. Пусть покроет ребрышки. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чак-чак. Чак-чак – это настолько знаковое блюдо, что чак-чак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чак-чак по-разному. И рассказываем о чак-чаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят.
Эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Ну вот и все. Готово. Это блюдо я готовлю уже не в первый раз. Будет вкусно с бараниной, будет вкусно с говядиной, можно приготовить с курятиной, индюшатиной, практически с любым продуктом, вплоть до рыбы. Приятного вам аппетита! Успех золотистых апельсиновых ребрышек вдохновил меня. И сегодня я хочу приготовить бараньи ребрышки красные. Красные, прекрасные, потому что осень. Наконец-то поспели гранаты. Вы пробовали когда-нибудь бараньи ребрышки в гранатовом соусе? Сегодня я вас научу, как их приготовить. Ну, пока что ребрышки следует порезать по одной штучке. В казан налить примерно 100 мл масла. Этого будет более чем достаточно. И не думайте, что это будет слишком много. Будет ровно так, как надо. Это горячая закуска, по сути дела. Это то, с чего можно начинать званый обед. На ребрышках имеется жирок, и это прекрасно. Раскладывайте их по бортам казана. Пусть жирок выплавится. Пока эти жарятся, пока эти топятся, скорее нарезать лук. Лук можно нарезать полукольцами и не обязательно резать его слишком тонко. Хотя можно нарезать и четверть кольцами, тоже получится хорошо. Красиво зашкварчало. Огонь на максимуме. Сами ребрышки должны быть красиво обжаренные. Аппетитно. Знаете, так, чтобы этот вот жирок захрустел. Теперь можно убавить огонь, и здесь теперь масла получилось слишком много. Жир-то вытопился, ну и ничего страшного. 2-3 половника масла, лишнего жира можно убрать. Вот столько осталось на донышке, да еще здесь в ребрышках есть, и этого будет вполне достаточно. Блюдо будет выглядеть вполне себе полноценно. Но сейчас 3 головки лука. У нас было грамм 500-600 ребрышек и 3 головки лука. Не спорьте со мной. Так надо, если хотите, чтобы получилось вкусно. Прямо на лук можно посолить. Ну, сколько здесь? Наверное, с чайную ложку соли, не больше. Вот так. Добавьте немного зиры. В принципе, мы готовим практически узбекское блюдо. Вот теперь достаточно просто накрыть казан на 30 минут. И через 30 минут подавай. С луком потушится, и все будет очень вкусно. Но я Сталик Хамкишиев. Я знаю, как сделать еще вкуснее. Не будем тратить время. Займемся гранатами и свеклой. Зерна от 2 гранатов. Выдавим из них сок. Гранатовый сок прекрасен, но на вкус и на цвет одного жаль. Он не стойкий. Как только начнешь его нагревать, цвет испортится, пропадет. Но зато свекла в присутствии кислоты, если даже греется, не изменяет своему цвету. Она остается вот такой же прекрасной, алой, бордовой. Этого сока вполне достаточно для того, чтобы придать ребрышкам именно тот цвет, о котором я мечтаю. Не мешало бы попробовать, каким получился этот сок. Не слишком ли кислый?
Лук, ребята, сладковат. А этот сок получился просто идеальным. Я вот здесь приготовил сахар для того, чтобы сбалансировать его вкус. Но свекла плюс гранат – идеальное сочетание. И ничего балансировать не надо. Надо только нарезать зеленый лук, который послужит украшением для сегодняшнего блюда. Вот столько лука вполне достаточно. Айда казан открывать. Примерно 30 минут простояли ребрышки вместе с луком, и этого вполне достаточно и для лука, и для ребрышек. Эх! Можно немножко прибавить огня, перемешать. Лук стал золотистым, мясо стало золотистым, и самое время вливать гранатовый свекольный сок. Сейчас сок закипит, но у нас получается нечто вроде супа. Это же не борщ, поэтому необходимо как-то загустить соус. Хороший старый способ добавить панировочные сухари. Но почему бы нам не использовать тот прием, которым пользуются все китайские повара? Да вот, ложка крахмала стояла в воде, крахмал разбух, вливаем его, перемешиваем. И теперь уже нельзя давать кипеть слишком сильно. Вот оно, ровно то, что надо. К такому красному хорошо бы добавить чего-нибудь зелененького. Готово. Выкладывай на красивое блюдо. Это тоже горячая закуска. Ее задача – разжечь аппетит у едоков. Откуда ж возьмется этот аппетит, если здесь все, такое кисло-сладкое и довольно сытное? А вот что. Несколько дней назад я показывал, как готовить хрустящий чеснок с перцем в масле. Почему бы не добавить вот этот самый чеснок и перец сюда, поверх блюда? Получится очень вкусно. Думаю, что этого достаточно, пусть едоки сами разберутся. Кому надо поострее, кому можно более нежное, более кисло-сладкое. Но в любом случае, я всем хочу пожелать приятного вам аппетита, дорогие мои.